Друзья, приветствую, это дневной обзор. Давайте посмотрим, что происходит. Но текущая ситуация с нефтью связана с тем, что все-таки сегодня, позже будут вроде бы, уже как бы договорились переговоры между ОПЕК плюс и Соединенными Штатами и, возможно, другими участниками нефтедобычи в части того, чтобы согласовать общее снижение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. То есть это 10% мировой добычи текущей, ну плюс-минус. На самом деле здесь, я думаю, больше играет факт сама новость, потому что для того, чтобы реализовать добычу, нужно какое-то время. Так просто только американцы могут закрыть свои эти самые горизонтально пробуренные скважины и заморозить, законсервировать сланцевую добычу нефти в сланце. Другие страны для этого требуют больше времени. Поэтому не совсем понятно, какие договоренности здесь будут достигнуты. По поводу соблюдения договоренностей России и Саудовской Аравии в части сокращения нефтедобычи по годам можете посмотреть. Я график в утреннем выпуске приводил. То есть здесь никаких иллюзий испытывать не надо. Это всего лишь словесные интервенции. Словесные интервенции и плюс нефть растет, конечно же, на том, что организовались шортокрыл. И те, у кого были шорты, их просто позакрывали. Поэтому я вам все время говорю о важности, о крайней важности выставления стопов и тейк-профитов. Потому что те, кто не ставят стопы, тех закрывают во время таких движений в шпильках. И поэтому здесь не нужно на авось надеяться, надо действовать наверняка. И тогда даже если есть какое-то непонимание текущей ситуации, краткосрочное, все равно вы большой убыток не получаете. Касательно текущей ситуации с безработицей в Америке, по поводу ее роста, что получается действительно за последнее время выросло количество заявок на пособие по безработице на 10 миллионов. И рынок труда США, в общем-то, значительно проседает, что, в общем-то, будет всю экономику тянуть ко дну. В общем-то, пошли новые прогнозы от Morgan Stanley о том, что на самом деле экономика США просядет во втором квартале на 38%. Это вообще жесть. То есть это реально времена Великой депрессии. Эта цифра, она соответствует временам Великой депрессии. Здесь, в общем-то, статья о том, что текущая ситуация с безработицей в США, она, скорее всего, будет только усугубляться, что все индикаторы указывают на то, что бизнесы будут сокращаться, потому что это проседание, которое мы видим, оно подавляет сильнее всего тот бизнес, который связан с услугами. США экономика сейчас основана на услугах. То есть основная ее часть это услуги. Поэтому введение любых ограничений на перемещение и работу это сильнейший удар по американской экономике. И на самом деле прогнозируют, что в следующие 6 месяцев ад вырвется наружу. Поэтому те данные, которые сейчас выходят, скорее всего, они не самые страшные. То есть есть основания полагать, что этот простой, который возник, он приведет к дальнейшему проседанию очень сильному экономики Америки. Там посыпется рынок ипотеки и так далее и тому подобное. И может оказаться так, что спустя пару месяцев эти 10 миллионов, которые выросли за месяц, они будут казаться диковинкой, потому что там вырастет 20 или 30 миллионов за месяц. В общем-то, достаточно тревожная такая статья по поводу работы лондонской и чикагской биржи. То есть, что есть основания полагать, что там не все в порядке с товарными запасами золота, которые обеспечивают бумажное золото. И поэтому в ближайшее время могут быть тревожные звоночки в части того, как обеспечиваются поставки золотом на основании контрактов лондонской и чикагской биржи. И стандартно то, что этот кризис он перезапустит кредитный суперцикл, то есть, скорее всего, все кредиты будут списаны в итоге, и это будет способствовать тому, чтобы перезапустилась экономика и началось новое развитие. Но западные журналисты очень ругаются на Дональда Трампа за его представления, которые он устраивает в связи с объявлениями по поводу сокращения нефтедобычи. Так, касательно статистики макроэкономической. По Европе сегодня плохая статистика вышла. По России в 9 индекс деловой активности в секторе услуг 37%. Но на самом деле это, я думаю, не показали всего падения, всей просадки. Потому что
Я думаю, в общем-то, здесь побольше должна быть просадка по моим личным ощущениям. Ну и сегодня день вообще мощной статистики. Это изменение числа занятых в несельхозсекторе США, потом уровень безработицы США. Далее в 5 часов индекс менеджеров по снабжению США. Тоже здесь, в общем-то, могут быть сильные движения. Поэтому сегодня вполне может быть так, что будет снижение рынка американского и как следствие других рынков также. Но мы сейчас посмотрим детально по графику S&P, что ожидается. Так, текущая ситуация. Так, ну по S&P идет попытка начала роста. Это связано, возможно, с тем, что вот эти данные сейчас будут публиковаться по рынку труда США. Поэтому здесь вариант движения, скорее всего, я думаю, будет следующий. Вот сначала отработка цели 2517. И потом здесь либо пробой вот этой верхней крышечки 2525. И отсюда уход возможен даже на 2590. Или же отсюда будет на снижающихся объемах откат и возврат сначала на 2485. И потом возможное движение на 2423. И здесь либо снижение объема и разворот, возврат вот в эту проторговку, либо дальнейшее движение с падением. Но если выйдут совсем ужасные данные по рынку труда или по менеджерам по закупкам, то здесь мы увидим, конечно же, отражение и движение вниз сильное. Вот. Но если все-таки данные будут не такие негативные, как предполагается, то, скорее всего, здесь вполне можем увидеть пробитие, ну и какое-то движение вверх, ну хотя бы на 2547, потому что уже движение вниз, оно свою функцию, я думаю, локально выполнило, и нужна какая-то корректировка для того, чтобы серьезные люди могли шорты открыть. Вот. Но здесь, я думаю, ключевой уровень будет вот этот. Его пробитие вот этого диапазона 2517-2524, оно уведет вверх сначала сюда, потом сюда. И внизу вот ключевые точки 3. Первая 2474, 2500, 2458 и здесь вот 2423. То есть вот их пробитие поэтапно приведет к дальнейшему снижению и падению рынка. Так, далее давайте посмотрим нефть. Я вообще ожидал, что от этого уровня 31 здесь более вероятен рикошет и движение вниз в диапазон 28,3, 25,3. Но, видимо, всех шортистов еще не дочистили, и поэтому движение вверх продолжается. Ну и вот, в общем-то, новость, которую на Bloomberg я показывал, ее интерпретация на российском ресурсе о том, что США примут участие в экстренном заседании ОПЕК. Только здесь говорится про 6 апреля. Там, по-моему, если не ошибаюсь, речь шла про сегодня. Вот. Но в любом случае, то, что проводятся такие переговоры 2 дня, пятница и понедельник, это позитивный момент для цен на нефть. Не уверен, что это даст, конечно, реальный толчок для того, чтобы цены на нефть выросли. Но какой-то краткосрочный отскок здесь, скорее всего, продолжится с учетом того, как эту тему мусолят. Так, ну что касается цели движения по нефти. Вот здесь на самом деле я немного просмотрел. Здесь две цели движения. Первая цель 35.86. Даже 35. Ну да, 35.86. Ее вчера, судя по всему, вот этим задергом закрыли. А далее следующая есть еще одна цель. Она находится на 36.83. И в связи вот с тем, что будут переговоры о снижении добычи сегодня в пятницу и в понедельник, там, по-моему, вот эта экстренная встреча по ОПЕК плюс США, то вот осталась еще одна цель недоработанная 36.55. Вот, видимо, движение пройдет сюда. И далее вопрос в том, будет или не будет пробито 39,6. Вот если 39,6 на объеме будет пробито, то весьма вероятно движение на 45,16 и выше, вот сюда вот на 50.
Но я думаю, что вот эти все движения, которые сейчас наверх формируются, дальше пойдут, скорее всего, они будут носить краткосрочный спекулятивный характер. Вот, потому что диспропорция в спросе и предложении, она никуда так испариться быстро не может. Вот, договоренности, которые будут достигнуты, они будут носить, скорее всего, декларативный характер. Мало кто будет в реальности сокращать, и поэтому после какого-то определенного скачка цены на нефть, ну может быть даже до 50 дойдем, до 52. Вот здесь вот цель есть. Вот, но потом, я думаю, все-таки весьма вероятно, что мы по нефти увидим движение вниз. Ну, потому что не решен фундаментальный вопрос соотношения спроса и предложения. Вот. И когда такие проблемы сохраняются, вот все эти движения, они потом приводят к какому-то обрыву. Вот. Но пока вроде движение идет, переговоры будут, поэтому, наверное, докатает вот до этой цели 36,4 и потом, возможно, будут спускать вниз. Вот. Ну или дальше к понедельнику потянут на пробой уже вот этого уровня 39,6 и будут пытаться закрыть вот этот гэп в полном объеме. Но вот здесь пока рост развивается, но должен заметить, что здесь вот уже обрисовались определенные цели, которым, скорее всего, будет корректироваться цена в ближайшее время. Это первое. 31,1, собственно говоря, это цель, которая была и ранее. Сильный уровень по нефти. И далее для отката 30, 28, 81, 27,3. И далее здесь вот есть сильный уровень, который находится на 25,3. Вот здесь вот. Вот, поэтому, как только вот это движение будет в нем разворот, сразу пойдет коррекция. Вот, но коррекция это, конечно, может возникнуть не скоро, потому что, ну, как минимум, еще 2 дня переговоров, сегодня и понедельник. И поэтому я вполне допускаю, что может быть движение, закрытие цели 36,6 и движение выше. Поэтому здесь, ну, я вот от нефти в последнее время я и не торгую. То есть я ее внимательно отслеживаю и просчитываю, какие здесь могут быть варианты, потому что на курс рубль-доллар это влияет очень существенно. Вот. А так, ну да, то есть инструмент имеет в себе очень много различных манипуляций, которые не всегда предсказуемы. Итак, на сегодня по нефти резюмирую. Вот две точки 35,77 и 36,6. Вот может быть сегодня достижение этих уровней и отсюда разворот. Если пойдет сюда, то первая цель движения вниз при откате будет 32,56, далее 31,1 и далее по списку. Вот, пока идет локально растущий тренд, спорить с трендом бесполезно. Независимо от того, здравомыслящий он, не здравомыслящий, это просто бессмысленно. Ну что могу сказать, вот здесь постепенно видно, тренд истощается. Вот я думаю, что в ближайшее время мы увидим развязку. Либо здесь будет пробой на каких-то новых информационных бросах, либо снижение объема вот из этого диапазона, или может быть даже отсюда уже, и мы увидим движение вниз. Если смотреть 15-минутный график и распределение горизонтальных объемов, могу так сказать, что основной набор позиций сегодня он был 31,6 и 31,1. Вот, но здесь, скорее всего, то, что набирали вот в этом диапазоне, его пока не раздали. Вот, но здесь, видите, как в зависимости от новостного фона может движение очень сильно меняться характер.